Вы стоите в проходе зоомагазина, окруженные бесконечными рядами ярких мешков с кормом. На каждом из них фотографии счастливых кошек и обещание идеального здоровья. Вы выбираете самый дорогой, приносите его домой, насыпаете в миску и даже не подозреваете, что заставляете своего питомца медленно угасать в состоянии хронического воспаления. Большинство владельцев кошек верят рекламе. Но сегодня мы сорвем завесу тайны. Добро пожаловать в мир, где питание – это не просто еда, а мощнейшее лекарство. Сегодня мы заглянем на кухню к одному из самых известных ветеринаров мира, чтобы увидеть то, что обычно остается за кадром. Мы разберем, чем доктор Джонс кормит своего кота Кассиана каждый божий день. Это не просто диета. Это научно обоснованная стратегия выживания в мире, где кошачья индустрия питания свернула не туда. Мы узнаем, почему сухой корм – это тихий убийца, как одна молекула из яблочной кожуры может победить клетки, зомби, и почему ваш кот это. На самом деле пустынный, воин, запертый в 4 стенах. Глава 1. Проклятие крахмала, почему кошки не едят печенье. Первый и самый большой секрет доктора Джонса звучит пугающе просто. Никаких углеводов. Вообще. Для человека это может звучать как диета, но для кошки это единственный способ выжить. Правда в том, что кошки – это облигатные хищники. Их тела были спроектированы природой для одной единственной цели – расщеплять животный белок и получать из него все питательные вещества. Но посмотрите на современный сухой корм Kibble. Знаете, почему он имеет форму маленьких сухариков? Потому что вы не можете превратить кусок мяса и овощей в гранулу, не добавив туда крахмал или углеводы. Углеводы – это клей, который держит форму корма. Но вот в чем биологическая катастрофа. У вашей кошки, как и у Кассиана, практически нет ферментов для расщепления крахмала. У них нет амилазы в слюне, и у них катастрофически мало кишечной амилазы. Когда мы заваливаем кошек углеводами, мы заставляем их систему работать на пределе, что ведет к ожирению, диабету и хроническому воспалению. Доктор Джонс категоричен. Углеводы не просто не нужны кошкам, они причиняют им реальный вред. Глава 2. Пустынная жажда и почечный кризис. Второй фундаментальный принцип, который доктор Джонс применяет в питании Кассиана, это влажность. Представьте себе кошку в дикой природе. Она охотится на птицу или мышь. Поедая свою добычу, она получает не только белок, но и огромное количество влаги, которая содержится в тканях животного. Именно так они спроектированы получать воду. Когда вы кормите кошку сухим кормом, вы кормите ее пустыней. В сухих гранулах нет влаги. Это приводит к тому, что кошка живет в состоянии постоянного обезвоживания. Результат – эпидемия заболеваний мочевыводящих путей, камни в мочевом пузыре и хроническая болезнь почек ХБП. Почки кошки просто изнашиваются, пытаясь отфильтровать токсины без достаточного количества воды. Именно поэтому Кассиан никогда не видит сухого корма в своей миске. Глава 3. Фундамент здоровья – качественный белок. Основа рациона Кассиана – это высококачественный, богатый влагой животный белок. Доктор Джонс выбирает индейку свободного выгула или курицу. Это единственный ингредиент, который является строительным материалом для всего организма. Кошка использует этот белок как источник энергии, как основу для создания ключевых ферментов и для поддержания работы мощных антиоксидантов, таких как глутатион. Но это не просто мясо. В рацион Кассиана также входят пивные дрожжи. Это не только отличный источник хрома, который помогает управлять уровнем сахара в крови, что жизненно важно для предотвращения диабета, но и натуральный способ отпугивания блох. Глава 4. Таурин – невидимый защитник сердца. Существует одна аминокислота, о которой доктор Джонс говорит с особым трепетом. Таурин. Кошки уникальны тем, что они не могут синтезировать таурин из других аминокислот. Если гунетфеде, кошка убрачена. Много лет назад
Когда коммерческие корма только начинали выпускать в виде сухого кибла, производители не знали о важности таурина. Итог был трагичен. Кошки массово страдали от болезней сердца, слепоты и раннего снижения когнитивных способностей. В дикой природе кошка получает таурин напрямую из тканей своей добычи. В рационе Кассиана таурин всегда присутствует в избытке, чтобы его сердце оставалось сильным, а глаза зоркими. Глава 5. Сыроедение и сила субпродуктов. Но доктор Джонс идет дальше обычного мяса. В миску Кассиана отправляется секретное оружие замороженный сырой рацион. Это измельченная цельная курица вместе с костями, а также смесь органов – сердца, печени, почек и селезенки. Субпродукты – это самые плотные по содержанию нутриентов части животного. Они богаты ферментами, минералами и мощными антиоксидантами, такими как КОК-10. Коэнзим К10 критически важен для здоровья полости рта, когнитивных функций и, конечно, для работы сердца. Поскольку этот рацион сырой, он не подвергался термической обработке. Это значит, что все природные ферменты и полезные вещества остались в первозданном виде, как того требует природа. Доктор Джонс отмечает, что животные, питающиеся такой живой едой, реже посещают ветеринара и имеют более высокий уровень защитных антиоксидантов в организме. Глава 6. Сверхмощные добавки формула долголетия, чтобы превратить просто хорошую еду в идеальную. Доктор Джонс добавляет специальную формулу Ultimate Feline Health Formula. Это комплекс витаминов и минералов, который включает в себя глюкозамин и хондроитин с МСМ для поддержки суставов, что особенно важно для стареющих кошек. Пробиотики для формирования здорового микробиома кишечника и крепкого иммунитета. Молозиво колострум для мощной поддержки иммунной системы. Кальций для крепости костей. Это завершающий штрих, который гарантирует, что в организме Кассиана не будет ни одного дефицита. Глава 7. Омега-3 и борьба с аллергией. У Кассиана есть одна слабость – пищевая аллергия, которая обостряется, если он случайно доберется до собачьей миски. Это проявлялось в виде зуда, расчесов на морде и даже кошачьего акне на подбородке. Решение доктора Джонса – маслу криля омега-3. Омега-3 жирные кислоты – это мощнейшее противовоспалительное средство для кожи. Доктор Джонс использует маленькую хитрость. Поскольку Кассиан не любит глотать капсулы, доктор раздавливает их с помощью обычного пресса для чеснока прямо в еду. Кассиан получает около 1000 мг омега-3 ежедневно, и это полностью остановило зуд и кожные проблемы. Глава 8. Кверцетин и победа над клетками. Зомби. Самый инновационный ингредиент в миске Кассиана – это кверцетин. Это флавоноид, который получают из яблочной кожуры или таких овощей, как кале. Кверцетин работает как натуральный антигистамин, что помогает Кассиану справляться с аллергией без лекарств. Но есть и более глубокий эффект. Кверцетин способствует процессу, называемому аутофагией. В организме любого стареющего существа появляются так называемые клетки-зомби. Старые, нефункционирующие клетки, которые отказываются умирать и вызывают хроническое воспаление во всем теле. Кверцетин помогает организму распознавать и утилизировать эти мертвые клетки, очищая систему изнутри. Кассиан получает 150 мг кверцетина в день в виде порошка, посыпанного поверх еды. Глава 9. Математика миски «Сколько нужно еды». Как же рассчитать порцию для своего любимца? Доктор Джонс дает четкую формулу. Средней кошке требуется от 3 до 3,5 унций. Примерно 85-100 грамм корма на каждые 3-4. Фунта 1, 3, 1, 8 кг. Веса в день. Для Кассиана, который является домашним котом и очень любит поспать, это составляет чуть больше одной стандартной банки влажного корма, объемом 5 унций в день. Вся эта еда густая, влажная, полная животного белка и жира выглядит именно так,
как должен выглядеть обед настоящего хищника. Ваша кошка – это то, что она ест. Сегодня мы увидели большое разоблачение питания кота Кассиана. В его миске нет места дешевым наполнителям, крахмалу или сухим сухарикам. Только 100% животный белок, максимум влаги и точечные добавки для защиты сердца, кожи и борьбы со старением. Доктор Джонс надеется, что этот пример поможет вам пересмотреть питание вашего питомца. Помните, вы единственный человек, который решает, что попадет в организм вашей кошки. Выбирая натуральное, видотипичное питание, вы не просто кормите своего друга, вы дарите ему годы здоровой и счастливой жизни, свободной от хронических болезней и визитов к врачу. Ваша кошка – это маленький лев, живущий в вашем доме. Накормите ее как льва, и она отблагодарит вас своим мурчанием и долголетием. Напишите в комментариях, задумывались ли вы о вреде углеводов для кошек. Готовы ли вы попробовать добавить натуральные ингредиенты в их рацион? Берегите своих пушистых сородичей, ведь для них вы весь мир. Увидимся в следующем видео.